Всех приветствую, обзор-анализ прогноз криптовалют. За эти праздники биткоин показал просто гигантское снижение. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на крипторынке, какие дальнейшие перспективы у биткоина и сломали ли мы разволновку. На данный момент за май мы видим минус 18%, пока это еще хуже, чем мы получили по результату апреля. Настроение трейдеров также нельзя назвать позитивным. Мы находимся в экстремальном страхе, и сегодня цифра 12 по данному показателю, по индексу страха и жадности. Вчера мы опускались даже до десятки. Многим сейчас страшно торговать, но с другой стороны это отличный момент для того, чтобы оформить разворот. Такие низкие показатели индекса страха и жадности часто совпадали именно с разворотами. И после них, если и не следовал разворот всего рынка в долгосроке, то был хотя бы хороший отскок наверх. Вот так это выглядит наглядно. Мы увидели такое мощное снижение, можно даже сказать, образовали гэп на индексе страха и жадности. И на недавней истории за 2 последних года мы такое видели несколько раз, и оба этих раза были вблизи кульминационных распродаж. В марте 2020 года после такого резкого падения практически сразу начался рост, и в декабре 2018 также мы резко падали, и следующий рост стал уже началом большого бычьего рынка. Посмотрим настроение пользователей Твиттера касательно биткоина, сентимент данной площадки. Здесь часто преобладает позитив, даже когда рынок падает, но не в этот раз. Как мы видим, настроение пользователей Твиттера явно негативные. В этом году подобных пессимистичных настроений еще мы не видели. Биткоин Rainbow Price Chart по-прежнему находится в зоне аккумуляции, но примечательно, что мы прошили эту зону аккумуляции просто буквально за несколько дней и находимся на грани того, чтобы перейти в зону покупок. Вполне возможно, при следующем снижении цена биткоина там окажется. Количество трейдеров, которых ликвидировало за 24 часа последних, просто гигантское. Почти 200 тысяч, 196 505 трейдеров на данный момент потеряло свои деньги. Конечно же, на падение теряли больше лонгисты, и за последние сутки это 473 миллиона долларов. Вот так выглядят лонговые ликвидации. Аналогичное количество ликвидаций мы видели в начале этого года, в январе, примерно в 20-х числах, после чего последовало хорошее движение наверх. Ну и на что здесь хочется обратить внимание, так это на то, что, скорее всего, падение еще не завершено. На тех же больших ликвидаций в январе 2020 года, вот оно было это падение, зафиксирован большой столбец ликвидаций, и был еще один добив практически на следующий день. И так бывает очень часто даже при развороте летом. Вот это повышенное большое количество ликвидаций 20 мая. И после этого еще даже пару снижений, на котором мы увидели, что ликвидировать-то больше и некого. Желающих лонговать здесь уже не было. Ну и после чего начался разворот наверх. И сейчас аналогичная ситуация, мы увидели повышенную ликвидацию, и с большей вероятностью произойдет еще один добой вниз с перелоем. И если сумма будет ликвидации меньше, отнимать будет не у кого, то с большей вероятностью будет отскок наверх. Ну а на данный момент за 24 часа шорты у нас сокращаются, минус 4,3%. Лонги растут почти плюс 6% за сутки. И что примечательно, ликвидаций лонгов было много, но это практически никак не сказалось на желании лонговать дальше. Шорты же, как мы видим, потихонечку закрывают. Это опять-таки говорит о том, что скорее всего будет еще один перелой. По крайней мере, это выглядит более логичным вариантом. Обновились показатели от 3 мая биржи CME. Какие позиции открывали крупные игроки, какие позиции открывали мелкие игроки. Так вот, все они все закрывали. Крупные игроки закрывали как лонги, так и шорты практически в одинаковом количестве. Мелкие игроки также все закрывали, и лонги, и шорты, также с небольшой разницей, чуть более активно закрывали шорты. Давайте посмотрим, как фиксируется профит. Видим, что на данном проливе, на нашем последнем снижении резком, большое количество игроков закрылось в минус. Вот эти столбцы зеленые, которые направлены вниз, это минусовые закрытия позиций. Ну и что примечательно, давно уже были такие пониженные объемы, что и плюсовые плохо закрывались, все меньше и меньше, что и минусовые все меньше и меньше. Рынок, так сказать, застыл, и наше недавнее снижение биткоина только взбодрило его, дав причину закрываться в минус, потому что больше появилось теперь людей, которые думают, что пойдем еще ниже и намного ниже. Это вот одно из подтверждений. Люди предпочитают закрываться в минус, ожидая еще большее снижение. Ну и вот, например, от Whale Map также подтверждает дальнейшее снижение. Вот эти расхождения двух мувингов, когда красная линия идет сверху, а голубая снизу. Это демонстрирует устойчивый нисходящий тренд. Все больше потерь у людей и все меньше профитов. Посмотрим еще вот такую метрику по данной теме: предложения в профите. Процент предложения в профите. На данный момент этот процент равен почти 54. Такое низкое значение тех, кто удерживает биткоин в профите, было в апреле, в марте 2020 года. Тогда, когда случился
коронакризис. Тогда показатель был еще меньше. Максимальное снижение тогда было в район 42-43%. Но и тот процент, который мы видим сейчас, 54%, достаточно низкий для того, чтобы уже с текущих уровней показать разворот. То есть данная метрика вполне готова к развороту. Я теперь буду следить за движением цены. Логарифмические уровни, которые показывают, куда мы можем спускаться, находимся сейчас у самого низа. Пришли к самому низкому уровню, который находится в районе 32 тысяч, и пробили его сверху вниз. Давайте глянем, когда было такое же на истории. На всей истории биткоина пробитие было как раз таки также в коронакризис. Вот оно. В марте 2020 года. Стоит отметить, что когда мы пробили самый низший уровень логарифмических вот этих вот уровней метрики, после сильного снижения мы только шли наверх. Затем еще пару раз выходили ниже, но это было в рамках как раз таки движения вдоль этого уровня. Ну и все. За всю историю подобного мы больше на данной метрике не видели, поэтому вполне можно ожидать того, что будем идти вдоль этого последнего уровня в районе 33 тысяч. Ну и если произойдет пролив, то он будет стремительный и откуп будет также достаточно сильным. Падать по данному индикатору сейчас практически некуда. Посмотрим альткоины. Объем торгов за 24 часа. Неудивительно, что повысился на монете Terra Luna. Там происходит какая-то жесть. За день показываем падение почти на 85%. В тренде по CoinMarketCap также эта же монета Terra Luna. И все это связано с жестью, которая происходит на Terra USD. UST – это так называемый стейблкоин, который должен торговаться 1 к 1 к доллару. Но, как мы видим, торгуется он 0.43 за доллар, что совсем не является подтверждением, что это стейблкоин. Неудивительно, что и Luna и UST занимают второе и третье место по социальным значениям. Их больше всего, кроме биткоина, естественно, обсуждают в социальных сетях. И давайте посмотрим, что происходит на графике этой монеты. Естественно, будем смотреть не стейблкоин, там смотреть совершенно нечего. Будем смотреть Луну, Terra Luna. Последний раз, когда мы были на этом графике, примерно это было в начале марта, и предполагалось завершение вот этой импульсной формации, не хватало завершения пятой волны. Была отмечена зона, куда мы благополучно пришли, произошел заброс и началось снижение. Правда, конечно же, никто не ожидал, что движение будет таким сильным, таким резким, но зона, откуда это движение могло состояться, думаю, никого не удивила. Все здесь можно сносить, и давайте посмотрим на большем масштабе. Свалились просто практически камнем. Тот, кто покупал на хаях, я думаю, знал, что делает. Все-таки это были хаи. Вероятнее всего уже сработали стопы либо ликвидации, и в данной монете практически никого сейчас и нет. Подбирать ли им эту монету сейчас? Я этого, конечно, делать не буду. Да, цены вкусные, падение шикарное, но нет гарантии, что не случится скама. Либо мы просто не будем также болтаться здесь в районе 3-2 долларов достаточно долгое время. Да, можем и откупить, улететь наверх, поэтому я здесь буду дожидаться заходного импульса, подтверждение, что здесь монета это кому-то интересно, случился откуп, и уже по факту буду ставить стоп, и покупка этой монеты будет достаточно интересной для дальнейшего роста. Пока здесь делать нечего. Падающие ножи я предпочитаю не откупать. Посмотрим еще несколько метрик перед тем, как перейти к графику биткоина. Резерв этого биткоина на всех биржах начал увеличиваться. После достаточно продолжительного падения данного показателя мы пошли наверх. И это случилось на падении цены. Вполне возможно, что на этом падении цены многие начали резко заводить эти биткоины с целью дальнейшей продажи. И это выглядит логичным, потому что мы пробили важный уровень. Об этом расскажу чуть подробнее, какие у него перспективы у биткоина. Если же посмотреть майнеров, как майнеры отреагировали, то активность здесь практически не изменилась. Они были более активны в конце марта, чем сейчас на падении. Можно сказать, им глубоко плевать на это падение. Их резерв также находится примерно на тех же уровнях, с небольшими колебаниями, но каких-то увеличения либо снижения не наблюдается. Ну и хешрейт также сохраняет восходящую тенденцию, с ним здесь все прекрасно. Давайте посмотрим биткоин, хотя давайте перед этим глянем несколько графиков, которые недавно мы рассматривали, например, график GMT. Также по прогнозу здесь было снижение, была расчетная зона, куда мы могли прийти, где половить разворот, но никаких разворотов здесь нет, поэтому коррекция здесь все еще продолжается. Здесь также, как и ранее говорил по Terra Luna, нужно ждать, когда она развернется. Здесь есть перспективы еще на один импульс, но для того, чтобы залетать в эту монету, по-прежнему нужен заходной импульс со стопом за основание. Здесь пока все по плану, снижение, коррекция. Смысла покупать
Step-in сейчас нет. Еще один хайповый проект Ape, у которого также был шанс вот здесь отскочить от 200 скользящей средней на 4 часах. Но заходной был недостаточно сформирован, не получили мы его здесь. Да и плюс на этих уровнях, кто здесь ждал, этот заходной уже был за предполагаемым пиком волны 1, и он был невалиден. Поэтому здесь не появилась возможность покупки, и структура сломалась. Поэтому здесь просто все сносим. И для того, чтобы хотя бы рассматривать монету Ape к покупкам, также нужно дождаться разворота, заходного импульса, и только после него ставить стоп за основание и уже рассчитывать цели на рост. Пока здесь явно нисходящий тренд, и по данной монете не образовалась возможности к покупке. Ну и теперь приступим к биткоину. Более старший таймфрейм включу. Ввел я здесь разволновку с треугольником возможным, с возможной волной CD и возможным окончанием волны E. Пару раз меня здесь даже обманули, но я сделал правильный выбор, что стал дожидаться более серьезного подтверждения и не залетал в биткоин перед самым вот этим сильным падением. Здесь явно вот этот конечный вариант с волной CDE немного на данный момент поменялся. Пока мы не пробили вот этот лой на уровне 28 700, пока мы не пробили предполагаемое вот это завершение волны А, треугольника, здесь этот треугольник все еще валиден. Единственное, что теперь все это движение с хаев может быть всего лишь волной С, после чего будет волна D, волна Е. Это один из таких вариантов, который валиден, пока мы не пробили вот этот лой. Но мы сейчас настолько близко к нему, и настолько велика вероятность, что мы все-таки его пробьем, что нужно сейчас рассматривать уже какие-то другие варианты для того, чтобы примерно прикидывать, куда может пойти биткоин в ближайшем будущем. Сейчас я пока оставляю вот этот треугольник, но существует еще вот такой вариант, который я рассматривал еще весной прошлого года, точнее осенью прошлого года. Ролик, по-моему, назывался «Биткоин 4 варианта». И вот он, один из этих вариантов. Это то, что мы сформируем обычную АБЦ-шку. Также волна А, Б, С. И вот она зона, куда мы пришли. Это минимальная зона. Как раз таки мы ее посетили. Это, кстати, был один из маловероятных сценариев, но он все-таки вполне может быть. Тогда я так считал, и вот сейчас он отработал. Пришли туда, куда и планировали. Мы можем пойти и ниже. Да, это так. Мы можем собрать здесь стопы. И после завершения вот этой волны С нас будет ожидать еще одна волна. Это мой запасной вариант после того, как мы сломаем треугольник, если мы его сломаем, пока он еще цел. Если мы сломаем тот треугольник, то я уже здесь буду делать разволновку на волну С. Здесь мы должны будем сформировать 5 волн. У нас здесь и на объемах дивергенция, у нас здесь и на индикаторе дивергенция. Ну, то есть цена снижается, а индикаторы и объемы прут наверх. Объемы, кстати, настолько высокие. Подобные были только как раз-таки при развороте летом 2021 года. Это также неплохой знак для того, чтобы поискать здесь разворот на пятую волну глобальную. Ну и давайте еще эфириум посмотрим, потому что по эфириуму мы не пробили лой. И у нас все еще здесь возможен вот этот вот вариант с волной Е, вот такой. Но вполне вероятно мы его в скором времени также снесем. Но будем отталкиваться от фактов. На данный момент лой пока не обновлен, поэтому я не поддерживаю какие-то панические настроения. И здесь по-прежнему идет 4-я коррекционная волна. Да, она может изменить свою форму, свою структуру, но она по-прежнему 4-я коррекционная волна, после которой будет рост. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!